Я продолжаю находить и классифицировать объекты финской оборонительной линии ВТ для сохранения истории о них. Так как их очень много, я посещаю их частями. В этом видео будет показан укрепрайон Ваммельсу, один из наиболее заполненных постройками укрепрайонов, законченный на 70%. Возведение объектов было закончено. Я посетил его часть, ограниченную, если смотреть по современной карте, Средневыборгским шоссе с одной стороны и Черной речкой с другой стороны, то есть Ваммельсун-Йоке, и с третьей стороны ограниченной Большой Приморкой, железной дорогой. Вот это вот маленький отрезочек небольшой, буквально он, если измерить по линейке, то километра 2, не больше. И шел я его целый день практически, потому что изведывал и находил все сооружения по порядку. На карте этих объектов вот можно посмотреть наглядно, и будет видно, сколько здесь много было ходов сообщения, вот этих вот коричневых, и также различных построек. Вот условные обозначения, чтобы было понятно. В основном это все были железобетонные убежища, в основном они взорваны, но встречались, вот поэтому я и пошел. Собственно говоря, встречались очень интересные экземпляры. Не так много, но встречались. Открытые позиции для противотанкового орудия также встречались абсолютно целые. В книге Евгения Балашова и Ильи Шереметьева про линию ВТ можно подробно почитать об этом секторе обороны и узнать, что он строился с 1942 года по 1944, и был завод для изготовления вот этих вот всех сооружений. Смешивали бетон, производили бетон смешивали с песком, смешивали. Такой карьер был, и сейчас это всем известная гора смерти недалеко от моста через Черную речку на берегу Финского залива. И посмотреть можно на старые снимки. И чтобы было понятно, вот также здесь я покажу, какие типы сооружений были мною посещены в каждом видео. Это будут только лишь 4 типа убежища, командно-наблюдательные пункты, пулеметные гнезда и открытые позиции для противотанкового орудия. В основном интересно именно убежище, потому что иногда туда сохраняются входы, и можно зайти внутрь. То есть их не до конца взрывали какие-то. Командно-наблюдательные пункты, по сути, те же самые убежища, но с лесенкой еще и с коробом таким. Пулеметные гнезда — это квадратные такие сооружения, бетонные, их намного меньше. Они многие были с бронеколпаками, но в бронеколпаке сейчас все утащены на металл, найти практически их нереально. И позиции либо дерево-земляные, то есть их уже сейчас практически не видно, либо железобетонные. И даже вот в условных обозначениях есть и пулеметные гнезда, дерево-земляные также. И в книге была представлена таблица, где была написана классификация, номера всех сооружений, и также написано, были ли они построены полностью, или они только проектировались, то есть не были даже начаты, либо были начаты строительством. И единственное, стоит сказать еще, если кто захочет повторить мой маршрут, то вы прекрасно пройдете, то есть это все находится напротив Марьиной горы. Вы прекрасно пройдете вот здесь по тропинке, но дальше вот за лагерем Маяк, вот на конце этой тропинки, здесь как бы она заканчивается, все, и дальше начнется бурелом, дикий бурелом, но там есть пара интересных сооружений, которые тоже будут показаны на видео, и их интересно посетить.
Вот, но здесь лютый бурелом. И также я посетил, ну, большую часть, практически все сооружения, которые вот здесь были ограничены этим, как бы треугольником, грубо говоря. Но, естественно, не все, потому что часть была на территории лагеря «Маяк», вот, либо она уже снесена, либо там они где-то находятся, но я туда не могу попасть. Вот, в принципе, все. Начинаю я поиск сооружений линии ВТ на правом берегу реки Вамельсоун-Йоки. Вот. Пока что только окопы и большая такая пологая насыпь. Вот. 3 сооружения, которые есть на карте, их здесь в действительности не оказалось. Ну, там они должны быть номер 1, 5, еще какой-то вроде 3. Вот, иду дальше смотреть. Дальше я знаю точно, там есть какие-то. Вот, пойду их сейчас характеризовывать. Так, ну вот, не успел я сделать несколько шагов. И вот это открытое пулеметное гнездо номер 3028 или же 185. Там 2 номера. Совсем рядом с дорогой находится. Рядом с траншеями, окопами. Открытое пулеметное гнездо. Практически ничего не осталось, но эти руины — это также память. Память. Поэтому я это видео фиксирую. Следующее сооружение рядом с дорогой, но на карте оно не обозначено. Вот, какая-то там несостыковка. Судя по внешнему виду, это наблюдательный пункт все-таки. Ой, не наблюдательный пункт, а убежище, наверное. Вот такой вот. Так, пришел я дальше. Это убежище железобетонное под номером 90. Вот оно. Взорванное, полностью заваленное. Здесь еще написана открытая позиция ПТО. Где-то рядом, я узнал, это противотанковое орудие получается. Вот, там должен быть такой, похожий на пулеметную позицию, как бы артиллерийский дворик. А, вон там что-то такое есть. По-моему, да, схожу посмотрю. Вот, но сначала еще вот это. Следующее сооружение. Судя по карте, оно, конечно, немного на миллиметр, на сантиметр, на несколько не достает, но мне кажется, это наблюдательный пункт под номером 91. Вот. Вот это наблюдательный пункт. Он лучше сохранился. Сейчас я сюда буду спускаться. Да, пологий спуск такой. Хотя с виду это все-таки, мне кажется, больше похоже на убежище. Потому что я не вижу здесь, даже если взорвана, лестницы и вышки, чтобы наблюдать. А просто типовой наблюдательный пункт, который я вчера целый такой видел в Линдоловской роще. Да. Вот такой. Такая же высота. Здесь, я думаю, 2 метра тоже, но за счет песка сейчас поменьше здесь.
такая вот красота. Такой бункер прямо рядом с шоссе. Так, а вот это вот как раз-таки открытая позиция противотанкового орудия. Номер либо 80, либо 3079, если я не ошибаюсь, на карте обозначен. Вот, обозначен вот там вот убежище, наблюдательный пункт рядом. Здесь эти вот позиции, потому что они отличаются, естественно, по своему внешнему виду. Да, возможно, кстати, вот это 80, а это 3029. Просто вот это вот целая противотанковая позиция, а это взорванная. Очень даже может быть. Вот, ну и вот там дальше еще убежище обозначено. Я вот эту вот штуку увидел первый раз в жизни в прошлом году, поздней осенью, когда я ездил у Секирку в поход. Вот, и назад, когда возвращался, здесь решил выйти, пройтись, набрать воды в роднике на Марьиной горе. И в темноте, в сумерках, потемках увидел такую загадку. Я додумал, что это такое, что это за такая позиция. Такой орудийный дворик. Вот. На Марьиной горе, на той стороне еще, конечно, есть бункеры, но они, во-первых, более изведанно. Во-вторых, я, наверное, туда все-таки пойду, но не сейчас, потому что это еще минут 40 терять, а то и больше. А сейчас у меня чисто территория, которая ограничена шоссе и рекой. Вот. Вот так вот. Вот виден ход сообщения. Вот это рядом находится, я так понял, убежище под номером 92. Вот там за деревьями поваленными позиция ПТО. И вот там дальше еще полно-полно бункеров. Так, ну а вот это вот пулеметное гнездо 5-4 класса прочности с бронеколпаком под номером 73. Удобно здесь все посещать, потому что это на вершине, на высоте находится, а не в какой-нибудь низине болотистой. Действительно отличается от других объектов. Окоп такой вниз идет. Убежище с номером 93. Там ничего нету внутри. Мусор. Вот так вот. Места здесь хорошие. Сосновый лес пошел. Хоть можно прям сесть, костер развести, пикник сделать. Там дальше дорожки. Так, а вот это вот, скорее всего, противотанковый ров. Большой такой. Идет и по ту сторону дороги, и вот здесь вот. Кончается только вот здесь вот в лесу. Там виднеется, по-моему, следующее сооружение. Да, верно. Сейчас посмотрю, что это такое. Дойду. Так, это, скорее всего, финское убежище под номером 179.
по-моему, под таким номером. Здесь не пройти, а вон там вот с той стороны есть залаз. Вон там вот торчит, скорее всего, убежище под номером 94. Сейчас я туда подойду. Но сперва посмотрю сюда. Возможно, это все бетон. Хотя, да, возможно, просто очень сильно поросло все мхом. Вот здесь есть залаз. Сейчас я включу фонарик и посмотрю, что здесь вообще. Здесь довольно-таки интересно. Но также вот дальше не пройти. Ну вот так вот все. Вот это вот, да, взорванное убежище линии ВТ под номером 94. Какая-то штука мне попалась, вот такая. Не знаю, что это. А я ищу открытое железобетонное пулеметное гнездо под номером 167. На карте оно должно быть где-то здесь. Ну, я не уверен, конечно же, это не эта штука. Вот, но я, по-моему, его не найду. Потому что вот окопы, линия окопов. И все, как бы. Вон там на горе уже те сооружения, которые я посетил. Я прошелся вдоль окопов, ничего не обнаружил. Так, вот все-таки я его нашел. Пулеметное гнездо должно быть рядом с окопами. И куда стрелять-то? В ту сторону, в сторону Ленинграда. Вот оно. Открытое пулеметное гнездо. Железобетонное. Так, я подошел к убежищу номер 166. Здесь вообще от него ничего не осталось. Какие-то камни. Ну вот, вот, можно видеть. Труба. Очень мало что осталось. Так, ну вот это пулеметное гнездо 72 с бронеколпаком. Если я не ошибаюсь, конечно. Потому что за убежище я принял вот то. Ну там, да, камни. Но камни не такие прям такие ровные. Может быть, это и убежище, но не думаю. Сейчас пойду дальше еще посмотрю. Если там ничего не найду, тогда ничего дальше не скажу. Я думаю, верно. Потому что это вроде все-таки бронеколпак. Такой квадратик. Вот. На убежище я такого не встречал. Вот оно, пулеметное гнездо.
О. Ну да, да. Бронеколпак. Здесь даже лед еще. Пойду сейчас сломаю его. Прикольно будет. Итак, убежище номер 9. О. Интересно, конечно, что бы это значило. Я вижу ВЛК. Но почему ВЛК? Это непонятно. О, какая загадка. Возможно, В это 5-й, а ЛК это какой-то полк. Резервный полк, потому что строилась в этой линии резервными полками. Вот. Надеюсь, узнаю когда-нибудь. Такая вот красота. Туда дальше там не представляется возможно. Не, можно, конечно, залезть и там какую-то хрень увидеть, что все там окончательно забито землей, но я не полезу в ту грязь. Такая загадка. 2 входа. Убежище. Ага, здесь то же самое написано. ЛК. А это рядом пулеметное гнездо с бронеколпаком номер 4 на финской карте. Я ожидал увидеть это как на том аналогичном квадратик бетонный, но здесь его нету. Но поблизости других объектов нету, поэтому это все-таки не убежище, а именно, да, позиция стрелковая. Ну вот. Рядом с шоссе сохранилась открытая противотанковая позиция для противотанкового орудия, ПТО. Открытая позиция для противотанкового орудия. Вот, чтобы сюда как-то это орудие вкатывать и стрелять. Это последнее сооружение в этом районе. Я имею в виду там ограниченном 500 метров, потому что вон там вот дальше за забором детский лагерь. Вот, для база отдыха. И там где-то еще с десяток сооружений, но там за забором все закрыто, не пройти. И я посмотрел, может быть, там даже они разрушены, ну, бульдозером сметены. Поэтому сейчас пойду к реке по дороге и там продолжу искать сооружение. Такая вот противотанковая позиция. Кстати, очень для противотанковых орудий. Очень хорошо здесь она выражена, можно посмотреть, интересно. Ну, вот так вот приехать и полюбоваться. Вот. То есть в целости, она в целости, в принципе. Если не считая вот тех стен бетонных. Очень интересно. Я много снимал ее руинированной. Вот здесь такая она целая. Красота. А вот и наглядные свидетельства той войны. Молодцы, колючку собрали с окрестностей, потому что на карте как раз таки обозначена колючая проволока, да. Вот. Здесь надолбов не было на этой стороне. По-моему, да, не обозначено. Вот, но зато линии колючей проволоки были. И вот люди нашли это и сюда сбросили в одно место, в кучу. Здесь и вот эта база отдыха «Маяк», где недоступны сооружения. Я, кстати, там видел какие-то ступени финские.
Вон там, кстати, еще. Если нет, вроде что такое бревенчатое. Все равно интересно там погулять, но, к сожалению, недоступно. Вот. Вот. Пожалуйста. Странно, на что не ценится ее увезти металлистами этими, кто за металлом охотники. Колючая проволока не ценится. Так бы расчистили бы от мусора. Хотя, с другой стороны, память. Живая память. Вот сколько ее здесь много. Я вышел к убежищу номер 95. Вот окопы. Вот так вот. Входа я здесь в него не вижу. А вот, да. Я хотел сюда вот сейчас пойти посмотреть, то это или не то. Вот, да, оно. Вход в убежище был. Когда-то, но сейчас вход. Но только вход в развалины уже. Но смотрится это интересно. Среди глухого леса, рядом с цивилизацией. Такой вот вход. Вот это остатки закрытого железобетонного пулеметного гнезда номер 71. Жалкие-прижалкие остатки. Судя по карте, я стою ровно в этом месте, где было это сооружение. Вот. Ну, сейчас здесь дорога. Получается, это сравняли и как бы в сторону просто свезли эти остатки. Вот они. Ну, скорее всего, так было. Вот это. Вот окопы. Я стою между двух убежищ, 96 и 97. И пулеметного гнезда закрытого. Я вот не знаю, что это за руины. Я не думаю, что это пулеметное гнездо. И то, что я ошибся в своем прошлом видео тогда. То, что это просто камни. Вот. Хотя крыша здесь... так. Да, все, убежище. Да, значит, убежище 96, скорее всего. Вот вход в него. Заваленный вход. Да. Там дальше некуда пройти. Потому что вот здесь везде камни. И вот рядом уже забор. Я иду вдоль забора. Еще руины какие-то. Так. Там тоже, по-моему, руины. Сейчас туда продерусь. Убежище линии ВТ номер 97. Все верно, то было 96-е, а это 97-е. Дальше укрепление уходит туда, на северо-запад, на территорию дома отдыха. Я постараюсь еще одно сейчас найти. Если оно будет за забором, значит не судьба. Вот какой ров огромнейший.
очень глубокий. Вот вход в убежище. Вышел к реке, и вот здесь очень красивое место на той стороне. Живописная поляна, вот там спуск. Был раньше финский хутор какой-то. И вот там дальше уже дача Леонида Андреева была. И вот на моей стороне такой красивый обрыв. На том месте места, конечно, очень живописные. Там здорово было бы заночевать. Очень классно там. Вот, а здесь я сейчас прошел вдоль. Там небольшой пруд, озерцо. И вот тоже как красиво небольшой мосточек сделали. Здесь дальше сейчас будет мемориальная зона, вот, которую создали волонтеры, посвященная линии ВТ. Да, из озерца вытекает вода, течет в речку. Вот я пришел к мемориальной зоне. Вот все-таки есть надолбы, и на карте тоже обозначена линия надолб большая такая. Сейчас сфотографирую стенды информационные. Ну это от гладышевского заказника стенд, это не то еще. Вот еще один стенд про заказник. Вот мемориальная зона. Роща памяти. Вот она, рощица. Вот, я так понял, воссозданная зона боевых действий. Да. Копы. Может быть, здесь реконструкции проводятся. Блиндаж, кстати, созданный. Прикольно. Это уже не воссозданные окопы. Те облагородили окопы, а эти такие, какие были. Раскапывали здесь, делали раскопки. Я когда здесь был первый раз, видел где-то стенд, может быть сейчас тоже найду, был. Вот, то, что найдены остатки бойцов, эти совсем недавно были.
перезахоранивали их. То есть вот эта земля, а вон там стенд какой-то торчит, наполнена кровью наших и финских солдат. Да, я думаю, это точно зона исторических реконструкций. Вот колючая проволока, столбы воссозданные. И, естественно, вот траншеи и, самое главное, сиденья. Я вот сейчас хотел на них перекусить. Я так понял, что эти скамейки для зрителей, чтобы зрители смотрели вот, на то, как идет бой, на реконструкцию боя. Я подошел к наблюдательному пункту номер 159. Полностью разрушен. Вот, находится на вершине, а здесь вот это озеро. Еще даже замерзшее. Вон там вход в него. Убежище. Ой, в наблюдательный пункт. Ну, вот так как-то. Там внутри лед, кстати, и все, конец уже. Дальше нету, не пройти. Нахожусь я на месте, где должно быть убежище 101. Его я здесь не обнаружил. Также там убежище 100, также не обнаружил. Сюда добирался по ужаснейшим дебрям. Вот там рядом территория санатория, уже без забора. Вот, и я здесь увидел нечто интересное. Колючую проволоку старую, да, с той войны, мотки. Ну, тоже видно, что собрали ее в кучу давным-давно. Красивейшую березу, видимо, с тех времен. Такая карельская береза, грубо говоря. Есть сорт карельская береза. Я не запомнил, как их отличить, поэтому пускай будет просто береза, но похоже на карельскую. Вот, и очень интересно, еловая аллея, опять-таки. Вдруг здесь елки, я поэтому сюда и пошел. Продвигался здесь, было по карте убежища, которого нету. Здесь на финских картах обозначена дорога, ну, такая небольшая лесная дорога, а вот там вот уже какой-то финский хутор. Я туда не пойду, в дебри. Ну, а то, что это аллея, вот аллея вдоль дороги была посажена финнами. В этом я уверен. Островок такой, островок красоты в дебрях. Вот рядом какие здесь ужасные дебри. Убежище номер 102. Находится в таких дебрях, конечно. Еле-еле пробрался и не представляю, как я сейчас буду к другим пробираться через эти дебри. Благо здесь недалеко, ну, немного пробираться. Короче, вот так вот. Вот такое убежище. Затопленное и взорванное. Вышел я по этим дебрям на гору, на вершину. Вот там виден мост уже железнодорожный. И подошел я к убежищу номер 103. Вот такое это убежище. Вот это просматривается что-то, что в кавычках можно назвать дорогой. Старый, заброшенный. Кстати, вот это вот даже как тропинка. Или мне кажется. Так, ну и вот убежище. Вот вход в него. Вот такой типовой вход. Вот так вот все. Вот. Пришел я к пулеметному гнезду с бронеколпаком. Легче всего было идти по окопам. Я по ним и шел. На карте номер его не обозначен. Вот, рядом с убежищем 103. Я даже сначала подумал, что может я перепутал. Это убежище 103, но вот это вот квадратненький, скорее всего, бронеколпак все-таки, наверное, говорит об обратном.
Так, вход, в принципе, как в убежище. Так, следующее сооружение. Скорее всего, это убежище номер 104. Местоположение упорно показывает, что я около огневой точки с бронеколпаком, но, судя по уже посещенным мною объектам, вот, это просто типовое убежище. Вот эта вот крыша взорванная. До того убежище показывает 30 метров, но я не вижу здесь в 30 метрах, даже если приглядеться, ничего похожего. Поэтому я уверен, что это убежище номер 104. Типичное убежище. Вот. И никакого здесь бронеколпака не видно. Да, кстати, даже можно войти. Сейчас спущусь туда. Так, я спустился. Сейчас посмотрю, что там дальше. Днем. Я еле-еле протиснулся через арматуру. Вот. И вот эта вот крыша. Но хорошо, что она упала не полностью. Вот, мы видим абсолютно целое убежище. Сейчас я сюда проползу. Вот здесь такой большой еще слой льда есть. Да, как интересно. Здесь даже можно ночевать и полноценно жить летом. И никто тебя вообще не найдет. Вообще никто. Здесь такие заросли. Здесь еще и скользко от льда. Ой. Полукруглая крыша. Вот. Полукругом таким. Да, здесь только на корточках можно. А если полный рост, здесь никак. Вот такое вот убежище. Самое что ни на есть убежище. И никакой не бронеколпак и не пулеметная точка. Да, как интересно. Как загадочно. Медленно тает вода. Представьте, в таких дебрях жить, ночевать. Никто вообще никогда не найдет. Так спрятаться. Сейчас выключу фонарик. Еле-еле попадает сюда свет с улицы. Ну, вот и все. Нашел интересное место рядом с убежищем. Вот стрелковая позиция. С окопов стрелковая позиция выходит. Вот стрелок, чтобы здесь вот так залегал и стрелял. И какая возможность, какая красота. Стрелковая позиция находится на почти отвесной горе. Вот. И внизу мы видим, что простреливается полностью мост и долина реки Вамельсун-Йоке. Такая красота. Я здесь был несколько лет назад, осенью. Вот, и я тогда пробирался по низу. Я да не знал еще, и поэтому ничего этого не видел. Не нашел никаких сооружений линии ВТ. По низу пробирался. Вот. По дебрям тоже. Надо было поверху идти. На карте я сейчас нахожусь в точке 105. Наблюдательный пункт открытого тела. Я здесь вижу только один валун. Не валун, это именно какой-то такой... Хотя да, может просто остаток от этой линии. Короче, ничего такого я здесь не замечаю. Но вот это вот камень... А, кстати, вон там вот что-то, да, вон там вот есть. Сейчас посмотрю и сверю еще раз по карте, потому что, может быть, это уже другое сооружение, что здесь рядом. Вот здесь отчетливо такая видится небольшая тропинка, которую наверняка животные протоптали. Вот.
Да, здесь, конечно, наблюдательный пункт. Ему самое место. На карте я нахожусь между сооружениями 105 и 66. Наблюдательный пункт открытого типа. Вот. Но мне кажется, все-таки это сооружение 66. Пулеметное гнездо с бронеколпаком. Просматриваются такие вот глыбы, что может быть остатком бронеколпака. Так, вот я залезаю сюда фонариком, потому что так сюда, если спустишься, можешь не подняться потом. Помещение, вот оно. Вот так вот. Хорошо, что сохранилось помещение. Так, ну и вот оно же с другой стороны. Вот вход. Вот он еле видный. Вот так все. Я все-таки дошел и понял, то, что это пулеметное гнездо 66 с бронеколпаком, а предыдущее посещенное сооружение это было убежище 106. Да, действительно, как в гнезде может быть вход, вот и так далее. Вот это пулеметное гнездо с бронеколпаком, типичное. А то было убежище 106. А это гнездо 66. Вот пулеметное гнездо. И опять я отклонился от траншей. Вот, потому что там по карте начал подходить к этому убежищу, и там ничего не оказалось. Я понял то, что да, карта немножко врет, и все-таки нужно именно вдоль окопов идти, вдоль окопов. Вот, и тогда все найдется. Вот такая красота. Пулеметное гнездо с бронеколпаком. А вот речка Ваммельсен-Йокке. Итак, я вышел на железную дорогу наконец. И сейчас я покажу речку Ваммельсен-Йокке. И пойду обратно. Найти еще несколько сооружений. Штук 5. Вон там вот. И уже идти на автобус. Или на Марину гору сегодня. Но у меня был вначале план посетить еще эту сторону. То есть ближе к санаторию Сосновая Поляна. Вот. Здесь тоже половина сооружений находится на дачных участках. Там была база отдыха, а здесь дачные участки слева. Вот. Но даже с учетом этого, их здесь либо столько же, либо еще больше, судя по карте. Вот. И расстояние примерно 2 километра. Вот. А 2 километра по такому лесу, с учетом того, что ты ищешь, останавливаешься на каждом шагу, это часа 3-4 мне торчать. Я здесь проторчал. Сколько сейчас? 3:30. Вот, но да, то есть тоже часа 4 я здесь проторчал. Шел эти 1,5 километра, сколько здесь. Вот. Ну, как риазотом запахло, приятно, загадочно. Я поражаюсь, то, что здесь деревянные рельсы, как и в курорте, если дальше Сестрорецка едешь на электричке, там рельсы деревянные, шпалы. Здесь то же самое. Вот, поэтому я уже задолбался. Оставлю это на следующий раз, свою поездку, вот этот район. Вот, сейчас ограничусь как бы отрезком шоссе и железная дорога. Здесь я был не один раз. Костыли, кстати, железнодорожные костыли. Я видел, когда на заброшенных дорогах находят
костыли. Вот теперь я знаю, что такое костыль железнодорожный. Интересно. Там я вчера был. На той стороне. Если за лэп еще зайти дальше. Там я вчера обозревал доты. Такая красота. О. Бобры постарались. Деревья поваленные. Итак, убежище номер 107. У меня уже на них нюх. Я смотрю по карте. Здесь оно должно быть. Смотрю, здесь поле. Думаю, надо туда, где траншеи и где заросли. Пошел сюда. И вот, пожалуйста, как фиг такое найдешь. Даже весной. Затопленный вход. Кстати, я не вижу следов взрыва. Может быть, оно целое? Убежище. Да. Вон, кстати, камни какие-то валяются. Но это не серьезно. Короче, нужно зимой проверить. Попробовать войти туда. Сейчас здесь, естественно, уже лед слабый очень. Вот, но будет интересно. Так, еще что-то такое, какие-то артефакты. А, нет. Скорее всего, не войти, там идет. А хотя нет. Да, не войти. Не войти будет. Кстати, там что-то написано тоже. Не видно отсюда, ну ладно. Так, вот еще раз немного с другого ракурса. Нет, вроде бы ничего не написано. Какие-то просто остатки чего-то. Может, написано. Вот. В общем, в любом случае непонятно. Здесь заплывшая лестница. Или она вот так взорвана как бы. И все. Вот. Так, это открытая позиция противотанкового орудия 157. Судя по карте. Я еле нашел. Она сильно затоплена. Вот, ну и взорвана. Понять, что это не убежище, можно, я думаю, только по вот этому взорванному и не похожему на квадрату. Вот, и вот такое вот углубление как бы уходит вниз. Ну и куски арматуры, естественно, торчат. Если бы это было бы убежище, что здесь по соседству находится, то было бы, я думаю, больше бы взрыв. Вот, камни под слоем веток. Вот они. Ну и характерная как бы воронка на месте взрыва. Просто здесь это в небольшой низине сейчас образовавшейся. И поэтому это не на вершине, и поэтому вот взорвано и затоплено из-за этого. А другие объекты были сухие. Ну вот так вот я еле нашел. За этой позицией в следующем овраге
тоже какие-то руины взорванные. Вот. Я не думаю, что это убежище, которое расположено рядом, номер 185, потому что слишком мало здесь бетона. Какие-то остатки. Вот они, остатки. Еще там одна такая воронка. О, какая. В общем, здесь полно воронок. Но убежища с номером 158 я не нашел. Будем считать, что его нету, но мне все-таки кажется, что оно есть. Либо это те жалкие камни, которые я видел, воронки. Скорее всего, они и есть. И просто остальные очень плотно засыпаны землей. Слой земли образовался за года, за десятилетия. Вот. Поэтому этот, в принципе, район из двух сооружений неинтересный. Вот. Добираться сюда трудно. Пойду я теперь еще несколько сооружений изведаю. Последних уже. Открытого железобетонного пулеметного гнезда я не нашел около железной дороги. Там только две ямы. Вот, воронки. Я теперь иду к другим двум объектам. Одному пулеметному гнезду с бронеколпаком и к другому дерево-земляному убежищу, если я его найду. И вот сейчас я здесь нашел, смотрите, какую загадку. Артефакт. Это, по-моему, граната, если не ошибаюсь. Вот копатели здесь покопали. И вот на таком маленьком, в принципе, дне выкопали граната. Ручная или какая, не знаю. Такая, снаряд с той войны. Вот. Какая загадка. Здесь они покопали. Так, а пардон, кстати, они недавно были, получается, если вот так прям земля раскопана, видно. Ничего себе. Да. Были, видимо, недавно. Так вот. Я подошел к концу своего маршрута. Здесь должна быть открытая противотанковая позиция 154 и дерево-земляное убежище 155. Возможно, это огромная воронка, это и есть остатки от дерево-земляного убежища. Но противотанковое орудие, позиция для противотанкового орудия, я ее не нашел. Вот. Ну, она же, как я теперь знаю, должна быть в форме такого, в форме буквы П. Вот. Из железобетона, но ее не нашел. Кстати, только что вон там в дебрях встретил как раз таки копателей. Вот. Так что вот они ту гранату и раскопали. 3 человека там было. Вот их там машина, видимо, стоит. Вот. Копают здесь, рядом с дорогой. А столько много мест, куда нужно пройти, где не подъехать на машине. Вот там реальное будет интересно. А здесь так уже все перекопано. Вот и все, в принципе. Мой поход подошел к концу. К Марьиной горе я сейчас заходить не буду. Уже 5 часов.
Я устал 2 дня подряд ходить. Потом как-нибудь... Причем там хороший лес, там можно и летом прогуляться, поснимать. Вот мост. Выборгский путепровод называется остановка автобусная. Вот заброшенная дорога к Финскому хутору. Камни какие-то. Кстати, похоже на какую-то землянку, укрытие. Вот такое, кстати, да. Характерное очень даже. Ну вот и все, в принципе. Я закончил свой поход. Очень рад, что он удался на славу. В принципе, можно сказать, что полностью мною изведана и охарактеризована часть узла обороны в Аммельсу, линии ВТ, начиная от Приморского шоссе, заканчивая железной дорогой, и слева ограниченная Средневыборгским шоссе. Вот такой кусок. Не очень большой, вот, но сколько времени надо, это уйма времени на его изучение. Такие дебри. Хорошо, что сейчас +2, +3, прохладно. Всякая нечисть, вот, в виде клещей еще не повылезала. Точнее, повылезала. Я когда в Тайцах был в походе, то клеща подцепил. Благо он не сел на меня. Домой его привез. Вот, то есть уже как бы обратно залезла от холода. Так, ну все.